Автор сценария Александр Малик. Помню, в 90-е, в дни моей юности, погода была не такой, как сейчас. Зимы были стабильные. С начала декабря и до конца зимы всегда было много снега. Лето было теплым, а остальные сезоны были постепенно переходящими. Зима, снега, все как есть замело, а хорошо, светло. 2000-е прошли, я как-то плохо помню этот период. А вот с 2010 года я сразу обратил внимание на разницу. Климат сильно изменился, зимой почти не стало снега, постоянная слякоть и вместе с тем как-то не тепло. То 2-3 недели дует пронизывающий холодный ветер, то опять немного теплее, но все равно на улице грязно и как-то некомфортно. И так по кругу, то опять холод почти без снега, то немного теплее. Мало того, даже летом бывают приходы холодных воздушных масс. Примерно такая погода должна быть в мае. И только в июле, августе жарко. Мы живем в южной части России. Сложилось впечатление, что кто-то умышленно гоняет воздушные массы с севера и ждет, пока они нагреются, а потом опять гонит их на север, чтобы ледники быстрее таяли. В Москве звенит майская вьюга. Кажется, времена года поменялись. Зеленые газоны и листву на деревьях заметает. Связано это, скорее всего, с перемещением магнитного полюса. Вместе с движением полюса наблюдается ослабление магнитного поля Земли, магнитосфера становится тоньше, и космические джеты, холодные массы воздуха из верхних слоев атмосферы, чаще опускаются вниз, как в фильме «Буря в Арктике». В озоновом слое разрыв. Холодный воздух опускается на Землю и создает холодный фронт. В противоположность этому солнечное излучение разогревает воды Мирового океана и вечную мерзлоту, высвобождая парниковые газы, из-за чего в целом температура на планете повышается. Из-за этого несвойственные сезонам года, сменяющие друг друга потепление и похолодание, ощущаются острее. Но все-таки год на год не приходится, случаются и действительно аномально жаркие годы. И то, как климат будет меняться дальше, неизвестно. Этот год очень жаркий. Знойные дни и тропические ночи, изматывающая жара продержится в Москве минимум до выходных. Долгое время Северный магнитный полюс находился в районе Северной Канады, но с 1904 года стал активно двигаться в сторону нашей Центральной Сибири. В настоящее время скорость его перемещения составляет примерно 55 км в год, при этом продолжает неуклонно расти. Не так давно полюс пересек нулевой меридиан, проделав путь более чем в 2300 километров. По прогнозам ученых, при нынешних темпах движения уже к 2050 году магнитный полюс достигнет полуострова Таймыр. За аналогичный период времени Южный полюс изменил свое положение примерно на 900 километров. Многие сейчас говорят о инверсии полюсов, что уже случалось в истории Земли в далеком прошлом, то есть Северный полюс может стать южным, а южный – северным. Но скорее всего это не так. За последние несколько десятков тысяч лет наши полюса уже меняли свое положение, но обычно это происходило в нынешних границах Северного полярного круга. Вспомним ледниковые периоды, когда южный край Евразийского ледникового щита находился где-то на границе Белгородской области и Украины, а также Лаврентийский ледниковый щит в Северной Америке. Не взялись же они просто так, а периодические глобальные похолодания такого масштаба, мне кажется, версия маловероятная. Давайте немного поразмышляем. Если полюса действительно движутся, а не просто меняют свое положение относительно оси, то куда же они движутся? Где будет новый полюс? О 3 днях темноты говорили многие пророки, в том числе Ванга, Григорий Распутин, Вероника Люкин, Джин Диксон, не будем их всех перечислять. Их довольно немало, и это займет много времени. Большинство предсказаний к нам приходят по инициативе мирового правительства, энергетической иерархии нашей Солнечной системы и так далее, в том числе и дезинформирующие, чтобы люди знали о надвигающихся событиях, но не могли их изменить. Именем закона галактики вы арестованы. Что? Собственно, все они сводятся к одному: в один день или где-то на нашей планете, в морозную ночь, солнце померкнет, наступит вдруг темнота, и так будет продолжаться 3 суток.
Это начнется в очень морозную ночь, катастрофа придет на Землю, как вспышка молнии. Почему 3 суток будет темно? Очевидно, во время смены полюсов Земля прекратит вращаться вокруг своей оси, пока новые полюса не займут свое новое место, и новая земная ось не начнет свое вращение уже в другом месте. Также произошла смена полярности геомагнитного поля и смещение магнитных полюсов Земли. Вот их новые координаты. Земля слегка сплюснута на полюсах, полярный радиус на 21 километр меньше экваториального, и когда ось переместится, эти территории подымутся, а на новом месте, наоборот, поверхность опустится. Некоторые территории уйдут под воду, а некоторые подымутся. Там, где теперь вода, будет земля, а где земля сегодня, туда вихрями хлынут неистовые потоки, сметая все на своем пути. Все это вызовет сотрясение земной коры, цунами, магма выплеснется через вулканы. В эти дни нельзя будет выходить на улицу, воздух будет насыщен ядовитыми газами. То есть, хотите сказать, что Северный полюс теперь где-то в Висконсине? Вообще-то теперь там Южный полюс. Собственно, где же будет новый полюс? Один предсказатель все-таки обозначил место его нового нахождения. Солари Бенджамин Паровикини, аргентинский художник, автор многочисленных пророчеств о будущем человечества, многие из которых исполнились. Свои предсказания он выражал в рисунках и картинах. Катаклизм будет предсказан, но никто не поверит, что это придет. Люди, молитесь заранее. Будет море крови, мир затопит, ледяные шапки полюсов растают, полюс земной оси вернется в Эквадор. Эквадор – небольшое государство на севере Южной Америки. Если один из полюсов вернется в Эквадор, то второй, соответственно, должен находиться на обратной стороне Земли. Противоположная точка на карте – это западная часть Индонезии, примерно середина острова Суматра. Собственно, если Паровикини сказал правду, то именно здесь и будет новый Северный полюс. Именно примерно в этом направлении сейчас и двигается магнитный полюс. Эквадор находится на экваторе, соответственно, смена мест нахождения полюсов произойдет перпендикулярно. Где был экватор, будут полюса, а через полюс пройдет новый экватор. Когда произойдет катастрофа? При такой скорости движения он дойдет туда примерно в первой четверти 22 века. Если она увеличится, то этого можно ожидать и в 21 веке, но не сейчас. Это не противоречит и другим предсказаниям, которые до этого должны произойти. Малая Третья мировая и так далее, я ее называю малой. Вернемся в Эквадор, Южная Америка, наверное, пострадает больше всего. Мы ожидаем возникновения гигантских цунами, пропорциональных магнитуде подземных толчков. Разрушения от катаклизма будут на юге северного полушария, где начнется их большая часть. Тогда земной мир встряхнет как на вулкане, когда он вырвет кусок Южной Америки. Земная кора здесь опустится, а вдоль экватора немного поднимется. В зоне Южного полярного круга окажутся, как мы видим, Эквадор, северо-западная часть Бразилии, вместе со всей Амазонией, Колумбия, Венесуэла, Панама и даже на севере краешком Куба. В восточной части Бразилии и Аргентине можно будет жить. В северном полушарии сильно похолодает в Мексике, Флориду, я думаю, подтопит, может не полностью, она находится на низменности, климат в Майами будет, судя по всему, примерно как в Архангельске. Наступит темень, которая продлится 72 часа. В ту ночь умрет больше людей, чем в 2 мировых войнах. Не открывайте окон в течение 72 часов. Красивый город, расположенный возле моря, почти полностью утонет в море, в грязи и песке. Алоис Ильмайер. Также похолодает в южных штатах, на восточном побережье, где раньше было тепло, Техас, Луизиана, Южная Каролина, меньше в Лос-Анджелесе. На севере в Нью-Йорке, в Вашингтоне станет прохладнее, но незначительно. А уже в Чикаго и в Южной Канаде будет тепло. Можно мы сядем? А куда едете? Ну... А вы куда? В Ванкувер. Ванкувер? Отлично. Садись. Севернее Ванкувера пройдет южный тропик. Он накроет теплом северо-запад Канады и Аляску. Здесь будут настоящие джунгли. Обратите внимание, если раньше экватор проходил через Африку в южной ее части,
Зато теперь он пересекает ее восточную часть, как бы крест-накрест, так что климат здесь останется почти такой же, как был. Кто-то как бы позаботился о том, чтобы изменения на планете не были слишком катастрофичными. Вернемся на обратную сторону Земли. Здесь, в зоне полярного круга, окажутся такие государства, как Индонезия, Малайзия, Сингапур, курортный Таиланд, Пхукет и остров Самоа, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма и другие. Очевидно, очень много людей здесь погибнет, прибрежные государства цунами, но те, кто выживут, будут эмигрировать, искать себе новую родину. Помню, кто-то предсказывал, Россия примет беженцев. Заметно похолодает в северо-западной Австралии, в центральной части климат будет умеренный. На восточном побережье, в наиболее густонаселенной части континента, где находятся Мельбурн и Сидней, погода останется без изменений. Между Австралией и Новой Зеландией пройдет северный тропик. Значительно похолодает в Индии и Южном Китае. Насколько здесь было теплее раньше, настолько станет холоднее, примерно как в Петербурге и северных регионах России. Обратите внимание еще на одну особенность. Горные хребты, которые тянутся на тысячи километров с востока на запад, Гималаи, Тянь-Шань. Афганские и иранские Нагорья, раньше защищавшие южные государства от ветров Сибири, теперь наоборот будут препятствовать продвижению холодных воздушных масс с юга на север. Перенесемся в Европу, как видим, новый экватор проходит через Италию, Австрию, Германию, рядом с Данией и дальше через Скандинавию на север. Другие страны, расположенные у моря, подвергнутся большой опасности, море будет неспокойным, а волны высотой с дом будут пениться, как будто что-то варится под землей. Острова исчезнут, а климат изменится. Январь будет настолько теплым, что аж комары будут танцевать. Тогда уже не станет нормальных зим, таких, какие мы знаем сейчас. Алоис Ильмайер, Бавария. Сплошь одни пальмы и ни одного каштана. Не то что в Париже. Страны Западной Европы станут, как и Африка, экваториальными. Восточная Европа, хотя и меньше, также находится во власти тропического климата. Северный тропик от Кавказских гор на юге пройдет чуть восточнее Казани, полукругом охватит всю Северную Сибирь и, проведя границу между Чукоткой и Аляской, устремляется опять на юг. На 3 дня солнце исчезнет с небес, и на 30 дней туман из дыма и боли покроет землю серой пеленой. Человек будет, как бешеный пес, носиться по этому морю страдания, жизнь его станет агонией, и его единственной надеждой будет смерть. В эти времена даже времена года изменятся, и роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег. Григорий Распутин. Северный Ледовитый океан, как и Гренландия, в которой ранее климат был другой, опять станет тропическим, чем-то напоминая Карибское море. Вполне вероятно, часть его дна поднимется и возникнут новые земли. С другой стороны Земли климат Антарктиды также станет тропическим. И в заключении хочется процитировать слова Джин Диксон. Все мы будем очевидцами тени креста, дрожи земли и 3 дней темноты. Природные катаклизмы начала 21 века и все вызванные ими глобальные бедствия меньше всего затронут именно Россию, и еще меньше затронут они русскую Сибирь. У России откроется возможность бурного и мощного развития. Надежды мира и его возрождения придут именно из России. Именно в России возникнет самый подлинный и великий источник свободы. Это будет совершенно другой способ существования, базирующийся на принципе, который станет основой новой философии жизни.